Здравствуйте! Сегодня я хочу рассказать и показать, как связать вот такую шапку пышной резинкой по кругу. Значит, у этой шапки отворачивается часть, вот здесь видно ряд, по которому она будет отворачиваться. Вот. И сразу отвернулась. Значит, вот вы видите, как он закончен. Край связан таким образом, что он не стягивается и похож на фабричную вязку. Вот мех прикрепила. Шапку можно носить мехом на бок, а можно и таким образом назад его. Для начала свяжем образец и посмотрим, сколько петель у нас в 10 сантиметрах. Вот у меня в 10 сантиметрах 18 петель. Десять сантиметров, 18 петель. Значит, в 1 сантиметре 1,8 петли. Окружность головы моего манекена, вот я подписала, 38 сантиметров. Но мы не будем брать 38 сантиметров, а убавим 3 петли на плотность облегания головного убора. То есть от 38 мы отнимем 3 сантиметра и получаем 35 сантиметров. Всегда от окружности головы, в данном случае вот у меня 38 сантиметров, отнимайте от 2 до 4 сантиметров на плотность облегания. Я в данном случае отниму 3 сантиметра. Теперь высчитываем, сколько петель у нас в 35 сантиметрах. 1,8 умножаем на 35 сантиметров и получаем 63 петли. Для этого узора, это пышная резинка, нам нужно набрать четное количество петель. Но для того, чтобы замкнуть в круг, нужна еще 1 петля. То есть вы набираете четное количество петель. Там сколько у вас получится? Допустим, 40, может быть 50, может быть 52. Но чтобы было четное число, там 48, 46. Это для тех, кто не знает, что такое четное число. Вот, четное число. И к этому числу, к четному, нужно для того, чтобы замкнуть в круг, прибавить 1 петлю. Либо убавить 1 петлю. Поскольку у меня уже нечетное количество петель, то я буду столько же и набирать, 63 петли. Вязать я буду спицами номер 3. Что еще хочу сказать? В интернете есть таблица
размеры головных уборов. Вот окружность головы, а вот здесь диаметр шапочки. То есть мы окружность головы делим на 3,14. Это диаметр. Вот это диаметр. Но нам надо находить радиус. Значит, мы должны диаметр еще разделить на 2. Это будет радиус. Вот есть в таблице глубина шапочки и возраст на ребенка. Очень вас прошу, не вяжите один в один, как вяжу я. То есть не набирайте столько же петель, как у меня. Потому что у меня 38 размер, окружность головы 38 сантиметров. Это на ребенка до 3 месяцев. Вы вяжите по своему образцу и по своему размеру. Теперь мы набирать будем вот следующим образом. Спицу заводим снаружи и перекручиваем. У нас уже одна петля есть. Теперь смотрим. Эта нитка у нас ниже расположена, нежели эта. Значит, мы под нее заводим и сверху на эту. Теперь эта нитка внизу у нас. Заводим под нее и за ту, которая сверху. Теперь это внизу. Под нее и через верхнюю. Теперь это внизу. Под нее и набрасываем сверху. Теперь та, что на указательном пальце ниже, значит под нее и сверху на эту. Теперь это ниже. Под нее и сверху, которая выше была. То есть мы вначале всегда заводим за ту нитку, которая ниже. Ниже и вытащили. Теперь это ниже. Под нее и наверх. Ниже, под нее и наверх. Теперь это ниже, под нее и сюда. Шестьдесят 3 петли мне нужно набрать. Значит, у меня на каждой спице будет примерно по 15 петель. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Вот это внизу. Это будет 12. Это внизу 13. Следующее внизу 14. 15. 15 петель набрали. Вот я вам... Можно, конечно, на круговые спицы набирать, но поскольку у меня размер маленький, я буду вязать на чулочно-носочных. А заодно посмотрите, как набирать на них. Вот берем другую спицу. Опять, эта нитка ниже. Значит, мы заводим под нее и сверху на эту и вытягиваем. Теперь это ниже. Под нее и сверху. Теперь это ниже. Под нее и вытягиваем. Теперь с большого пальца нитка ниже лежит. Под нее и под эту. И вот так набираем. Итак, мне нужно было набрать 63 петли. И вот я набрала 62 на 4 спицы. И последнюю петлю
как мы обычно набираем. Вот так вот закрываем. В итоге 63 петли. Теперь мы это раскладываем все. Смотрите, не вяжите этим коротким хвостиком. С левой спицы снимаем одну петлю на правую. С правой спицы петлю надеваем на снятую. И затягиваем. В итоге у нас получилось, мы одну петлю убрали. Получилось 62 петли, то есть четное количество петель. И дальше мы вяжем резинку 1 к 1. То есть одна петля у нас лицевая, одна изнаночная. Либо одна изнаночная, одна лицевая. Вот смотрите, как расположена петля. Значит, это у нас будет изнаночная. Это лицевая. Это изнаночная. Следующая лицевая. Изнаночная. Лицевая. И так вяжем по кругу. Итак, связали мы один круг резинкой 1 к 1. И второй круг вяжем точно так же резинкой 1 к 1. То есть одна изнаночная, одна лицевая, одна изнаночная, одна лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И так вяжем по кругу резинкой 1 к 1. Итак, связали мы 2 ряда резинкой 1 к 1 и вяжем 3-й ряд. Изнаночную провязываем как обычно. Вот где спицы сходятся, здесь подтягивайте немножко. А лицевую вяжем на ряд ниже. Не за эту петлю, а вот сюда ниже. Изнаночную как обычно. А лицевую на ряд ниже. Вот сюда. Изнаночная. Лицевая. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И так вяжем по кругу 3-й круг.
Довязала я третий круг до конца, хотя у круга конца нет, ни начала, ни конца. Вяжем четвертый круг. Изнаночную мы теперь провязываем на ряд ниже. Не сюда под петлю, а вот сюда ниже. А лицевую провязываем как обычно. Изнаночную на ряд ниже, а лицевую обычную. Изнаночную ниже, лицевую обычную. Изнаночную ниже, а лицевую обычную. Значит, еще раз показываю не за эту петлю, а на ряд ниже. Итак, вяжем по кругу. Вяжем пятый ряд. Теперь мы изнаночную провязываем как обычно. Тут подтягивайте. А лицевую провязываем на ряд ниже. Изнаночную как обычно, а лицевую на ряд ниже. Итак, вяжем по кругу. Следующий ряд вяжем. Теперь мы будем вязать изнаночную на ряд ниже, то есть не за эту петлю, а вот сюда. А лицевую провязываем как обычно. Изнаночную ниже на ряд, лицевую как обычно. Изнанку ниже берем на ряд, лицевую как обычно. И так вяжем по кругу. В принципе, вот и весь узор. Два ряда, лицевые и изнанки меняются. И так мы должны вязать. Кто хочет вязать просто резинку, а можно пошире связать на отворот. Я буду вязать вот на расстоянии отворота, где-то примерно сантиметра 4, наверное. Итак, вяжем самостоятельно. Поскольку вот здесь мы первый ряд пышными петлями начинали лицевые вязать, значит, закончить мы должны пышными изнаночными. Значит, отворот пышной резинкой у меня получился, вот 5 сантиметров. Затем один ряд мы провяжем лицевыми петлями. Вот, все петли лицевые. И так вяжем по кругу. Вот довязываю я лицевыми петлями круг.
И теперь мы вяжем резинкой 1 к 1. То есть вот здесь была изнаночная петля, значит мы здесь вяжем изнаночной. Вот здесь лицевая, значит вяжем лицевую. Изнаночная, лицевая. Обычные изнаночные, обычные лицевые. Лицевая, изнаночная, лицевая. И так вяжем по кругу. Значит, довязываем ряд до конца. Изнаночная, лицевая. Так, один ряд мы провязали резинкой 1 к 1. Следующий ряд вяжем точно так же 1 к 1 резинкой. Значит, это у нас над изнанками изнаночные, над лицевыми лицевые. Значит, вяжем второй ряд резинкой 1 к 1. И так вяжем по кругу. Довязываем второй круговой ряд резинки 1 к 1. Вот, довязала я второй ряд. И теперь мы будем дальше вязать точно так же, как вязали до этого. То есть первый ряд изнаночную обычной провязали, а лицевую провяжем на ряд ниже. Вот так. Изнаночную провязали обычной, а лицевую на ряд ниже. Изнаночная, лицевая ниже. Изнаночная, лицевая ниже. И так вяжем по кругу. Следующий ряд вяжем точно так же, как мы вязали здесь. То есть изнаночную берем на ряд ниже, вводим спицу вот сюда. А лицевую провязываем обычной петлей. Изнаночную на ряд ниже. Не сюда вводим спицу, а вот сюда ниже. А лицевую обычной. Вот от этого места, отсюда, мы должны вязать на высоту шапки. Вот, значит, вот это у вас будет отворот шапки, а сама шапка начнется вот от этого места. Ну вот, связала я необходимой высоты шапку. Вот здесь, видите, такая полоса получилась. Вот отсюда высота шапки. Этот рубец нужен для того, чтобы отворот вот лег именно по этой линии. И он не будет у вас скатываться куда-то, будет все время одинаковый. Вот мы набирали край эластичный. И получилось как машинное вязание.
Значит, вот таким образом получается у меня шапка. Значит, высоту я определила. Вот таким образом. Можно эту высоту, вот эту часть, высоту, определить расчетным методом. Вот у вас есть таблица, которую можно найти в интернете. Так и набирайте размеры головных уборов. Теперь я вам расскажу, как рассчитать головной убор на человека, которого с вами рядом нет. Вы можете узнать только окружность головы, то есть его размер головного убора. Вот давайте на моем примере. 38 у меня размер у манекена. Мы от 38 отнимали 3 сантиметра на плотность облегания. У нас получилось 35 сантиметров. Вот здесь есть глубина шапочки. Вот они проставлены. Значит, если вы вяжете от бровей, вот от бровей, как я, то вы берете самое большее значение. Если вы вяжете, допустим, чуть выше, там уже будете ориентироваться на 2 сантиметра или на сколько, то берете минимальное значение. Поскольку я вяжу от бровей, значит, я беру 14 сантиметров. Это глубина шапочки от бровей до макушки. Значит, нам нужно высчитать, какой высоты вязать шапку, чтобы потом перейти к донышку. Для этого мы берем окружность. Вот окружность уже исходим из этой цифры. То есть не из этих цифр, а минусуя, как я говорила, окружность минус 2,4 сантиметра на плотность облегания. Вот, я сминусовала 3 сантиметра. Значит, мы находим радиус. Вот здесь диаметр написан. То есть окружность головы, вот эту цифру, мы должны разделить на 3,14. Но это диаметр. А радиус будет в 2 раза меньше. Значит, окружность равна 2πr. Вот мы будем находить радиус сразу. Радиус будет равен длина окружности. Вот эту цифру берем, которая у нас получилась после убавления на плотность облегания. И деленное на 2π. Подставляем вот эту цифру 35 сантиметров и делим на 2 умноженное на 3,14. Так, и у меня получилось 5,57. То есть округляем 6 сантиметров. Значит, у меня радиус донышка от центра до высоты шапки 6 сантиметров.
Теперь я от 14, от полной глубины шапки, вот у нас вот так шапка идет, значит, вот здесь у нас будет радиус. А вот эту высоту, где мы по прямой вязали, вот мы вязали по прямой, находим от 14, в данном случае у меня, вот я взяла эту цифру, потому что от бровей, минусуем радиус 6 сантиметров и получаем 8. Значит, 8 сантиметров я должна была провязать вот эту, значит, 8 сантиметров я должна была провязать вот эту высоту. Вот теперь смотрим. Вот у меня 8 сантиметров. Значит, еще раз рассказываю. Вы у своих знакомых, на кого вы вяжете, узнаете окружность головы, то есть размер шапки. От этой цифры минусуете от 2 до 4 сантиметров на плотность облегания, вот как я сделала. Затем находите радиус и уже от глубины шапочки отнимаете радиус. И получается у вас высота по прямой до убавления. Теперь будем делать уже убавление. Значит, как я уже сказала, радиус у меня, вот он, радиус 6 сантиметров. Теперь нужно посмотреть, сколько рядов у меня в 6 сантиметрах. Вот. Этот отворот очень хорошо отворачивается легко, и у вас никогда не собьется отворотик. Значит, вот высота шапка. Вот до этих пор. Вот я смотрю, сколько у меня в 6 сантиметрах рядов. Вот считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 рядов. У меня в 6 сантиметрах 13 рядов. А у меня в окружности, то есть сколько я набирала петель, вот здесь всего петель 62 петли. Мы должны 62 петли разделить на 13. И получаем примерно 5 петель. То есть в каждом ряду мы должны убавить 5 петель. Либо через ряд, значит, один ряд убавляем 5 петель, во втором ряду убавляем 5 петель, либо в первом ряду убавляем 10 петель, а во втором ряду не убавляем. Итак, мы с вами высчитали, что если бы мы убавляли по 5 петель, то мы бы делали убавление в каждом ряду. То есть в первом ряду, во втором ряду и так далее. Но мы будем убавлять по 10 петель,
Значит, мы должны убавлять в первом ряду, второй пропускаем и в третьем убавляем 10 петель. Но тут один нюанс. Поскольку у нас вязание двойное, мы же вяжем не в каждую петлю, а через ряд на ряд ниже, следующий через ряд на ряд ниже. Поэтому то мы должны убавлять в каждом четвертом ряду по 10 петель. Значит, еще раз повторю, что в четвертом ряду будем убавлять по 10 петель за счет того, что у нас вязание опускается на ряд ниже, то есть оно двойное. Вот теперь давайте будем убавлять. Значит, здесь у нас двойная петля. Вот видно, 2 петли. Значит, этот ряд изнаночный мы будем вязать обычные. Лицевые на ряд ниже. Так, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Значит, это у нас первый круговой ряд. Вот эти 3 петли провязываем следующим образом. Заводим спицу во вторую петлю, потом в первую и снимаем, не провязывая. Затем вяжем изнаночную и на эту изнаночную надеваем 2 снятые. И у нас лицевая петля по центру. Где мы делали убавление, сюда поставим маркер. Затем вяжем опять лицевую на ряд ниже, изнаночную провязываем обычным способом. Это уже 2 петли. Три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Опять 3 петли эти. Значит, спицу вводим сначала во вторую петлю, потом в первую. Снимаем. Затем провязываем изнаночную и на провязанную надеваем снятые. Опять лицевая на ряд ниже. 1, изнаночная обычная, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Следующие 3 петли провязываем точно так же. 2 снимаем, 1 провязываем и на провязанную надеваем снятые.
Сюда тоже ставим маркер. И опять вяжем лицевую на ряд ниже, изнаночную, как обычно. И так вяжем по кругу. Вот я сделала последнее убавление. Вот здесь у меня ряд начинается. Смотрим. 1, 2, 3, 4. И вот этот 5-й маркер. И вот одна петля у меня осталась. Мало того, что эта петля осталась, так у меня здесь в начале 10 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А везде у нас по 9 петель. Раз, два, три, 4, 5 и 1. По 9 петель. То есть у меня 2 петли лишние. 2 петли. Так мы их убавим. Вот у меня 3 петли. 1 осталась. 2 беру. Значит, эту петлю мы перебросим сюда. Значит, эту петлю мы оставляем, но смотрите, чтобы она у вас была наоборот, вот так вот. Значит, можно провязать вот так 2 петли вместе и на них надеть эту лицевую. И получается, опять у нас вот здесь маркер, вокруг него 2 лицевые, и причем между маркерами у нас 9 петель. Тоже 1, 2, 3, 4, 8 и 1, 9. То есть у нас уже везде между маркерами одинаковое количество петель. Вот теперь я вам хочу одну вещь подсказать. Чтобы у вас не было лишних петель, для резинки этой, по крайней мере, постарайтесь набрать такое количество петель, которое заканчивается на 0. То есть круглое число. Ну, там сколько будет? Примерно со 110 начнется, может и меньше. 110, 120, 130 и так далее. Но чтобы у вас было круглое число. Вот. Значит, чтобы вот здесь набрано было количество петель круглое число. И тогда у вас уже без остатка можно разделить на клинья. И второй ряд мы вяжем без убавлений. Изнаночную теперь берем на ряд ниже, а лицевую обычным методом. Изнаночную на ряд ниже, лицевую обычно. Изнаночную ниже, лицевую обычно. Изнаночную ниже. Вот подошли мы к 3 лицевым петлям. Мы их провяжем обычно, все 3. А изнаночную на ряд ниже. Значит, лицевые вяжем обычно, изнаночную ниже,
лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Опять дошли до 3 лицевых. Вяжем лицевую обычную, эту обычную, эту обычную. А изнаночную на ряд ниже. И так вяжем по кругу. Вяжем третий ряд. Третий ряд мы тоже вяжем без убавлений. Теперь мы изнаночную провязываем обычным методом, а лицевую на ряд ниже. Изнаночную обычным, лицевую ниже. Обычную, лицевую ниже. Обычную. Вот дошли мы до 3 лицевых. Лицевая ниже 1, лицевая ниже 2 и лицевая ниже 3. А изнаночную обычную. Опять лицевая ниже, изнаночная обычная, ниже, обычная, ниже, обычная. Вот 1 лицевая ниже на ряд, 2 лицевая ниже на ряд и 3 лицевая на ряд ниже. Изнаночная. Итак, вяжем 3 ряд тоже по кругу. Вяжем 4 ряд. Значит, теперь мы изнаночную берем на ряд ниже, провязываем, а лицевую вяжем обычной. Изнаночную ниже, лицевую обычной. Изнаночную ниже, лицевую, изнаночную. Вот дошли мы до того места, где маркер, и опять сначала вводим спицу во 2 петлю, потом в 1. Снимаем, не провязывая, провязываем лицевую, на провязанную надеваем снятую и провязываем изнаночную на ряд ниже. Значит, лицевые у нас тут обычные идут, изнаночные ниже. Лицевые обычные, изнаночные ниже. Лицевые обычные, изнаночные. 3 лицевых, значит, мы 2 снимаем, не провязывая. Следующую провязываем и на нее надеваем 2 снятые. Ну, они потом петли встанут на место. Изнаночную на ряд ниже. И обычная лицевая. Итак, вяжем 4 ряд по кругу. И все дальше повторяется. То есть опять в 4 ряду вы убавляете 10 петель. Убавляем самостоятельно.
Итак, довязала эту шапочку. Вот она у нас так отгибается. Вот она вверху стянута. Нитку пока не убирайте. Если есть мех, возьмите подходящий по цвету мех. Можно попробовать контрастный. И вырежите, ну я, по крайней мере, вырезала вот так треугольником. Длинный треугольник. Вот здесь на нитку собрала. Вот он у меня треугольником. На нитку собрала. Значит, если нитка толстая, то ее разделите. Вставьте в иглу. И этот край пришейте вплотную к макушке. Ну вот такая шапочка у нас с вами получилась. Можно мех носить на бок, а можно и вот так назад. Вот здесь можно ниточкой прихватить, чтобы он не отходил от шапки. И вот таким образом. Вот. Еще раз покажу. Шапка отворачивается вниз. Отворот. Вот он легко заворачивается. Именно по линии сгиба. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.